Всем привет! Мы очень рады новой встрече с вами. Устраивайтесь поудобнее, и сейчас будет еще один простой, быстрый и очень вкусный рецепт. Сегодня готовим турецкий гивеч, или его еще можно назвать овощное рагу с креветками. Это блюдо, помимо того, что очень сытное, еще и невероятно вкусное и полезное. Овощи – это всегда хорошо, в любом виде. Замечательно подойдет на обед или на ужин. Да и готовится, очень просто и быстро, без особых заморочек. Впрочем, как и все, что мы готовим. Уж очень красивое, ароматное и аппетитное блюдо получается. Приготовьте, попробуйте, вам понравится. Сейчас все увидите сами, как просто и быстро готовится эта прелесть. Заглядывайте к нам почаще, мы вам очень рады. У нас вы найдете еще много простых и очень интересных рецептов на любой вкус. Подписывайтесь, кнопка под видео. Ну и, конечно же, жмите на колокольчик, тогда вы всегда первыми будете в курсе всех наших новинок. Ну что, поехали! Для начала займемся креветками. Очистим их от хвостиков. Вот таким образом. Кстати, вспомнила один мой любимый анекдот про креветки. Семейная пара развелась, и муж, как это иногда бывает, оставил ее ни с чем. И она попросила, сказала: я выйду из нашего дома, только дай мне один вечер побыть в одиночестве в этом доме. Она приготовила вкуснейший ужин из креветок, поужинала, запила шампанским, а потом все вот эти вот хвостики затолкала в карнизы во всех комнатах и съехала. Муж с новой женой вселились, очень рады, счастливы, но вдруг появилась вонь. Причем очень сильная. Что они только не делали, они не могли избавиться от этого запаха. Они пытались продать этот дом, но никак им это не удавалось. После чего по очень дешевой цене он предложил бывшей жене. И она с радостью согласилась. В тот же день заменила все карнизы и зажила прекрасно. Да, в жизни бывает всякое. Вот так вот почистили, пока отставим в сторонку. Они нам пригодятся чуть позже. Ну а хвостики мы, конечно же, сразу выбросим в мусор. У нас, слава богу, все супер. Дальше ставим сковородку на огонь и разогреваем ее с парой ложек растительного и небольшим кусочком сливочного масла. И пока оно разогревается, раздавлю чесночок. У меня здесь 4 таких крупных зубчика. Ну и, конечно же, своим любимым гаджетом. Спасибо мужу. У нас, как в том анекдоте, в доме есть все, кроме электрического стула. Ты только попроси, что для любимой жены только не сделаем. Серьезно? А что, у тебя есть сомнения? Плохо иметь рукастого мужика. Дома ничего нового не будет. Эта зараза все починит. Это точно про моего мужа. И ты против папы? Все, масло разогрелось. Забрасываем чеснок. И сразу же креветки. Все это нам нужно обжарить буквально пару минут на большом огне. Видите, креветки сразу меняют свой цвет на розовый. Если мы будем их готовить слишком долго, то они могут стать резиновыми. Смотрите, 2 минуты, креветочки готовы. Мы их немного посолим. Поперчим. Перемешаем. И сразу вынимаем со сковородки. Вот так вот, все вместе. И пока отставим в сторонку. Вымытую сковородку возвращаем на плиту и вновь разогреваем ее с парой ложек растительного масла. И сразу нарежем лук. У меня здесь одна средняя головка четвертинками колец. Не тонкими и не толстыми. Вот как-то так. И забрасываем ее на сковородку. Будем обжаривать до прозрачного состояния
А пока нарежем грибочки. У меня шампиньоны вот такими кусочками. Ну, достаточно крупными. Один беленький затесался. Грибы имеют свойство ужариваться, поэтому, чтобы они чувствовались, мелко резать не будем. Лучок уже стал зеркальным. Самое время добавить к нему грибочки. Теперь вместе с лучком пускай обжариваются дальше. А я пока нарежу перчик. Я взяла один красный, один зеленый и небольшой горький. Вообще в гивеч можно добавлять абсолютно любые овощи, которые вы любите. У меня сегодня именно вот такой набор. Не забывайте помешивать, чтобы не подгорало. Перчики нарежу также на достаточно крупные кубики. И добавлю на сковородку. Ну а вот горького перчика добавлю только половину. К сожалению, его люблю только я. Я имею в виду в нашей семье. Все вместе обжарю еще буквально 2-3 минутки. Вообще в это блюдо я люблю все резать достаточно крупно. И вкусно, и красиво получается. Сверху заливаю помидорами в собственном соку. Немного, грамм 250-300. Пол чайной ложечки сахара, чтобы убрать кислинку от помидор. Сразу посолим. Поперчим. Перемешаем. Накрою крышкой, уменьшу огонь. И вот так вот на медленном огне протушу минут 5. Через 5 минут забрасываем креветки с чесночком. Увеличиваем огонь, перемешиваем. Даем всем вкусам и ароматам соединиться буквально минутку. А пока быстренько нарежу маленький пучок кинзы. Добавлю на сковородку. Еще раз перемешаю. Возьму форму для запекания и переложу в нее все содержимое сковородки. Разровняю. Сверху присыплю сыром. У меня сегодня моцарелла. Вот так вот обильненько. И отправлю в духовку, разогретую до 180 градусов, буквально на несколько минут, только для того, чтобы сыр расплавился, так как все блюдо уже готово. Буквально 5 минут, и посмотрите, какая ароматная красота у нас на столе. А запахи стоят, можно просто захлебнуться. И прям вот так вот в таком виде подаем к столу. Обязательно приготовьте и попробуйте. Вот даже нет сомнений, что вам это блюдо понравится. Мы очень надеемся, что вы классно провели время и зарядились нашим позитивом и отличным настроением. Мы с вами на сегодня прощаемся, но ненадолго. До новых встреч в наших новых видео. Берегите себя и своих близких. Всем пока!